Итак, дамы и господа, всем доброе утро. Вы видите 20-й сон, а я еще работаю. Здесь, правда, сетка, видите? Но все равно более-менее четко видно картина леса. Хочу вам показать утренний лес, эту красоту. Я еще буду работать, я еще несколько работ сниму, а потом пойду отдыхать. Это для тех товарищей, которые не могут понять, почему мне, сучке, так везет в этой жизни. Понимаете? Потому что все бездельники, все тунеядцы, все отходы общества всегда считают, что люди, которые добиваются успехов, это просто им везет. Вот незаслуженно, просто так с воздуха падает удача. Нет, уважаемые люди, это много-много лет работы до утра. Я не всегда до утра снимаю, но я всегда почти до утра работаю. Из-за того, что я очень много работала, очень часто распадались и мои дружеские отношения с людьми, потому что они обижались, что мы годами не видимся. И мои любовные отношения, потому что обижались, поскольку не было внимания к ним. Бывало, что и домашние мои обижались, что я не звоню неделями. И сыну моему мало было внимания в жизни, и прочее, прочее. И все потому, что я, видите, картина уже другая, без сетки. Все потому, что я очень-очень много работаю всю свою жизнь. Я без этого не могу. Я фанат своей работы. И чем больше я тружусь, это будка, конечно, портит всю красоту картины леса. Ну да ладно, надеюсь, когда-нибудь это снесут. Здесь маленькая такая земля, клочок земли, ничейный, непонятно чей. Такой маленький сад, необработанный. Вот. Как-нибудь, думаю, эту землю, если купить, и здесь расширить дом. Можно и так. Ну да ладно, пока. Это время покажет. Так вот, наслаждайтесь лесом, красотой уже который час, я даже не знаю, по-моему, 4:30, где-то так. И представьте, я уже вторые сутки вот в таком режиме работаю. Днем отвечаю людям. Люди пишут, плачутся, им все плохо, тяжело, имею в виду вообще люди сами по себе. Потом я работаю с людьми, с которыми я работаю, я им отвечаю, потому что я с ними работаю, я объясняю, как что делать им нужно. Потом я начинаю ритуальную часть, начитывать делать, потом я занимаюсь больными детьми, людьми, которых взяла. Потом я получаю благодарности, потом это, потом то. И вот так и проходит мой день каждый день. С ночи до утра. И пока кто-то занят сплетнями обо мне, всякой херней, я работаю, как видите. Ну, этим людям никогда не объяснить. И, между прочим, они за правдой и, собственно, не пришли. Они пришли облаять тебя. Они не пришли, чтобы узнать правду или доказать правду, или услышать твою правду. Это просто люди абсолютно далекие, примитивные, несчастные, которые считают, что спорить нужно матом, грязью, обзывая, обливая дерьмом и прочее, прочее. Мне их, конечно, только жаль. Я могу их только пожалеть, потому что, как говорится, на словах ты Лев Толстой, а на деле это самое простой. Многие из них. Я иногда, знаете, благодарна богам за таких врагов. Пока у меня вот такие вот враги, меня никто не одолеет. Потому что если вот такие примитивные, тупые враги у меня будут всегда, то это великое счастье, собственно говоря. Одолеть можно только своим трудом, своими знаниями, если кто-то больше тебя может удивить народ и так далее. А выступать и говорить: "О, ты дура, ты сама тупица, ты дура, ты такая сякая". Мне кажется, это просто такой детсадовский уровень дураков. Когда дети обзывают, значит, ты дурак, сам такой. Вот это уровень реально детского сада. Да ты знаешь, что я это с тобой сделаю? Да я вот это, да я вот то. Мгм. Да делай давай, начинай. Не этот, не бля-бля, а именно начинает делать. Меня очень рассмешил сегодня, мне кинули такой момент. Я говорю вам, я иногда смотрю этих клоунов, когда мне кидают, чтобы посмеяться. Вот смеюсь, Яна заходит, там постучалась.
мне принесла книгу, подарила. Говорит, а что такое, чего вы смеетесь? Я говорю, послушай только вот эту хрень. Значит, человек вырезала карты из каких-то журналов, приклеила на картон и говорит, вот мои карты, вот покажи свои достижения. Какие у тебя есть достижения? Ведь вот мои достижения, вот я вот достижения мои, вот такие карты, которые нигде нету. Конечно, нигде нету, потому что только дети так вырезают из альбомов, из книг и приклеивают на картон. Я согласна, нигде такой херни не найти. А у тебя какие достижения? Я говорю, Ян, знаешь, вот так слушаю иногда этих людей, думаю, у них или шизофрения, или вот что-то у них с головой не то. Потому что нормальный человек при трезвом разуме, да, ну не скажет про меня, вот где твои достижения в жизни, ну вот показывай, где... Ну не скажет, реально не скажет, потому что, ну что мне показывать, оно все на ладони. У меня тысячи этих голосовых, которые я постепенно выкладываю для того, чтобы люди знали, какими ритуалами пользоваться, что делать, да. И человек мне говорит, у тебя же никаких достижений нету в жизни, ну покажи нам, докажи. Вот, говорит, мое достижение. Это факт, это факт. А вот какое у тебя достижение? У тебя же ни одного достижения нету. Я сижу, думаю, блин, да, не знаешь, смеяться, плакать. Думаешь, твою мать, там тебя слушает 2,5 человека. Один хромой, другой косой. И ты говоришь, у тебя какие есть достижения человеку, которого миллионы знают, понимаешь? Это все равно, как я вот королеве Англии скажу. Вот у меня там вот это вот чучело лисы есть. А у тебя какие достижения? Вот факт. Вот чучело лисы, вот он у меня есть. А у тебя есть чучело лисы? Лизонька, блин, Елизавета Батьковна. Какие у тебя достижения? Скажи мне. Ну, где по факту, что ты королева Англии? Покажи нам документы. И твои эти все, эти диадемы и короны, они не настоящие, они из пластмассы. Факт, факт, я факты привожу. Сижу, думаю, блин, значит, у них вырезать из журналов там корову, собаку приклеить на картон и сделать какие-то карты, это достижение называется. А мои книги, а миллионы людей, которым я просто жизнь спасла, а сотни тысяч работ, подаренных миру, это не достижение, понимаете? Вот, говорит, я же факт сказал. Я думаю, блин, ну не обижаюсь я на этих, реально не обижаюсь, по ним психушка плачет, потому что они в своем шизофреническом мире создали какую-то реальность и сами поверили в это, что у них какие-то, оказывается, в жизни есть достижения, которые мне даже не снились, понимаете? Смешно. Но я опускаю там моменты мата, грязи, но это только ущербные мужики так говорят, знаете. Ты, блин, ты такая, ты... Это только ущербные, чмошные мужики так говорят. Да, я посмотрела несколько этих эфиров. Реально, обычно я на это не трачу время, но да, вот просто кидает, говорит, посмотрите, какая клоунада просто. Я реально смеялась, я клянусь сыном. Ты, говорит, ты же каждый день плачешь из-за того, что у тебя то денег не хватает, из-за того, что у тебя какие-то там, он сказал, что он сказал, 3 основных клиента у тебя ушли, и после этого ты каждый день говоришь о смерти, что ты боишься умереть. Вы больной? Какие основные клиенты? Во-первых, у меня не клиенты, а люди. Во-вторых, у меня нет основных и неосновных. Я людей вытаскиваю с того света и даю им возможность жить своей жизнью. Все. Я не люблю, когда постоянно приходят. Нет у меня основных никого, которые годами будут приходить и одно и то же делать. Зачем? Основные, это значит, ты ни хера не делаешь, и люди годами сидят у тебя. Нет. Ты сделала, и они идут, живут дальше своей жизнью. Основных не бывает просто. Какие-то основные ушли, да, причем, знаете, так тяпает вот так, да, так противно, чляпает, чрампает, или у него зубов нету, я не знаю. Ну, короче говоря, ну, ты каждый день плачешь о том, что как мне дом оформлять. Зачем мне дом оформлять, уважаемые люди? Мне что, обязательно надо документ? Нахрена я? Я кадастр звонил. Да кто ты такой, чтобы кадастр звонил и тебе там отчеты давали? Про это зарегистрировано на сайтах. Могут
позже регистрировать, скажем, ну, идиотизм полнейший. Сейчас я вот так вот. Да, меня видно? Сейчас поверну на ту сторону. Дебилизм какой-то с этим чатом. Ладно, какая-то реклама влезла сюда, не понимаю, какая реклама. Может, я нажала не туда. Короче говоря, каждый день плачу, как мне дом оформлять. Послушайте, ну не будьте клоунами, вот правда, ну вы смешные, честное слово, смешные. Мне даже жалко этих людей, смотрю на их потуги. Сумасшествие какое-то. Реально вот, больная голова. Вы понимаете, что вы говорите о том, что у меня денежные проблемы, я день и ночь плачу, значит, день и ночь я плачу о том, как мне жить, что мне делать. Вы говорите человеку, у которого... Я не говорю вообще о людях, которые ко мне приходят, да, их тысячи. И я не всех беру, потому что все могуйки думают по себе. То есть они судят по себе. Вот они всех берут, кому помогут, кому не помогут, потом начинают отмазываться, мол, ну вот это вот то не получилось, еще раз соседи сделали. Это нет, дорогие друзья, мне пишут многие, я избирательно отношусь. Лучше я вообще не возьму человека, чем потом буду с ним мучиться, выслушивать всякое, понимаете? Я сумасшедших, неадекватных не беру. Я беру людей, с которыми мне приятно работать. Если бы я всех подряд брала, сейчас я была бы миллиардером, у меня было бы сейчас 4 дома. Но я избирательно подхожу к этому, потому что я понимаю, что не все люди адекватны. Мое имя для меня очень дорого, я ее пачкать не собираюсь. И вот, значит, говорить, что ты плачешь каждый день от того, что тебе кушать нечего, что ты вот это... Я не люблю вот это вот хвалебные речи, вот я. Нет, ну вот один факт просто приведу вам из своей жизни. Друзья мои, говорить о том, что я плачу, переживаю из-за денег, и что у меня вообще уже деньги заканчиваются и так далее. Говорить человеку, у которого книги, просто только книги улетают, и мы не успеваем переиздавать, мне кажется, мозги должны быть, правда? Просто элементарно должны быть мозги, чтобы понять. Постоянно, вы прекрасно знаете, что постоянно у меня книги только переиздались, через там недели-две их уже нету, все. Они закончились. И мы по новой издаем и говорим там, например, вот этих книг пока нет, дорогие друзья, они будут через недели-две. Говорить о том, что я умираю с голода, когда мои книги востребованы во всем мире, ну, это надо быть реально шизофреником, реально с головой должны быть проблемы. Потом, значит, вступительная речь мужчины. Я же кавказский мужчина. Да Кавказ провалился сквозь землю от стыда от такого мужчины, извините меня. Твой крест, мой мусульманский Коран. Вот посмотрим, кто кого сделает. Да ты больной, у тебя реально ты больной, обратись к психиатру. Причем здесь мой крест? Во-первых, я в крест не верую, кресту не поклоняюсь, я не христианка, я язычница, если хочешь знать, да? Во-вторых, это что за выражение человека? Мой крест, твой крест, мой Коран, посмотрим, кто кого что сделает. Ты реально больной? У тебя... Ты нигде не падал, не ударялся башкой никуда. Причем здесь Коран, крест, и все знают, что мусульмане сильнее всех. Да пускай будут они сильнее всех и лучше всех, но при чем здесь мусульмане и христиане? Это же не крестовые походы, уважаемые. Это разговор людей. Веди себя как человек, не веди себя как животное. Если ты настолько весь из себя, я не знаю, мусульманин, то зачем ты женился тогда на христианке и живешь с ней? Тогда имей уважение к этим людям. Это реально больное. Слышь, ты армянка, армянка. Это тоже признак болезненной башки. Я воевал. Да где ты воевал? В кустах прятался, наверное. Воевавший человек, он мудрый. Он понимает жизнь, он видел смерть, он видел очень многое. Он никогда себе не позволит опускаться до таких примитивных, дешевых вещей. Причем здесь я армянка или кто? У меня лекции на тему тюрков, на тему вообще любого народа настолько много, да, что даже ему это не снилось. Короче, они все чернокнижники, оказывается.
Значит, они все, тесть чернокнижник, а моя жена, если за тебя возьмется, то это трындец будет. Вот, она не бэушная, ей 30 лет. Уважаемые, это самое, как ты все время говоришь, это самое. Вот, уважаемые, это самое. Дело в том, что чтобы быть бэушной, не обязательно быть 30 лет, 40, 50. Можно и в 20 лет быть бэушной, понимаешь? Кто видел, чтобы армянка вот несколько раз выходила замуж? А армянка должна сидеть дома, ждать мужа. Эй, тормози! Ты что, в средних веках живешь, что ли? Или в пещерные времена? Да даже в средние века женщины выходили замуж, когда хотели, разводились. Ты из каких-то, темных веков пришел, Али Бабаич. Причем здесь с горы? С горы нормальные люди приходят, с гор. Я тоже родилась в горах. Какое это имеет отношение? Чему из чему? У него нет национальности. Ну, просто вот слушаешь вот этих товарищей, думаешь, вот ты сидишь сейчас, тявкаешь, и наверняка там в обнимку со своей этой мочалкой храпишь, да? Помните его еще эти угрозы, СМС-угрозы, вот я посмотрю, что я сделаю. Больной, это его СМС-угрозы были, этого товарища. Я тебя каждый день опускаю. Ты опускаешь себя каждый день и становишься моим ручным клоуном. Я почему сейчас тебе говорю? Я тебе кидаю кость, чтобы ты дальше развлекал нас. Я реально тебе кидаю кость, потому что вы прекрасно знаете, что я еще та стерва, и я всегда специально выжимаю у своих врагов энергию с них, понимаете? Вот я кинула кость, сейчас этот наш товарищ, гадалка, будет сидеть. Кстати, гадалка, это не я пишу у вас в форуме, это фейк. И мы нашли этот левый канал, там один подписчик. Я просто на всякий говорю, чтобы гадалка вдруг не думал, что я там сижу и пишу. Нахрен ты мне интересно? Ну просто сегодня, когда сказали, говорит, посмотрите на достижение человека. Он говорит, психически больной. Он реально психбольной. Сидит, говорит, какие у тебя достижения? Ты каждый день плачешь, что не можешь оформить дом. Каждый день плачешь. Каждый день говоришь, что ты умрешь. У тебя, ты же заметила, вот я как начал с тобой работать, у тебя уже страх смерти начался. Да ты, товарищ, сходи к этому профессору где-нибудь в вашей тайге. Может, тебе башку вылечат. Каждый день плачу. Да, я каждый день плачу. Только знаешь от чего? От смеха. Когда слушаю твою хрень собачью. Блин, живут же шизофреники на земле, ей-богу. Аж страшно ходить. Куда ни плюнь, одни маги и колдуны. Даже посрать негде. Одни маги ходят, все эти чернокнижники. Черные маги, у него и мать, и сестра, и все на свете. Ты такой... Я даже не хочу переводить вот эти грязные слова, потому что, это не человек, это так, отход, биомусор. Но ты оскорбила мать. Конечно, я оскорбила мать, и еще раз оскорблю, если хочешь. Объясню почему. Потому что когда ты человеку звонишь, говоришь грязные вещи, когда ты человеку звонишь, ты армянка, я твой кошмар, вот эта армянка поворачивается и говорит, ты кошмар своей усатой матки, вот ты ее кошмар, потому что она тебя родила и, наверное, 1000 раз пожалела. Вот. Почему я не должна оскорблять твою мать, если ты трогаешь человека? Кто ты такой? Я тебе звонила, я тебя знаю вообще, я твой номер знаю, ты кто такой вообще был? Ты кто такой? Давай, до свидания. Я тебя знать не знаю. Ты звонишь, меня оскорбляешь и хочешь, чтобы я тебя обласкала? Конечно, я буду трогать тебя и твою семейку. Ой, там такие проклятия, чтобы все попередохли. Ты посмотришь, что будет. Ты вот это, да ты чтобы вот то, да. Я могу только посмеяться и пойти дальше. Столько было таких червей, уважаемые, это самое, как там тебя? Алкаш Петрович. Было столько таких червей, несчастных, бедных. Понимаете, что их проклятия до сих пор звучат в моих ушах. Они в 2 метра в земле лежат, да и плевать на них. Чего на их, этих несчастных
порчи. Давай меня вали. Нахрен ты мне интересен тебя валить? Ты уже сваленный, уже конченый, несчастный человечек. Вали его давай. Даже то, что я тебе посвятил 20 минут эфира, и то много чести для тебя, представляешь? Но я почему говорю? Я говорю к тому, вот просто к слову пришло, что от чего эти достижения в моей жизни? Потому что я работаю. Пока вы на меня гавкаете, я работаю. А потом проходит время, вас никто не знал, и вы нахер никому не интересны. А мои работы остаются. И меня знает огромное количество людей из всех стран мира. Но кого-нибудь спросите, вот этого гадалку знает кто-нибудь? У меня столько работ, у меня столько дел, у меня столько людей, каждый день не успеваю ничего. У него столько работ, что он с утра до ночи сидит и снимает про меня эфиры. А вообще ты гадалка, ты в курсе, что Таро должен, вообще карты Таро должны быть в руках одного человека. Так вот, если вы со своей мочалкой вместе там кидаете карты, это неправильно, так не делается. Объясню почему. Таро должно быть в руках одного человека. Великий гадалка, ты не знал? Энергии людей не должны быть перемешаны, даже если это твоя семья, близкие, родные люди. Таро должно находиться в руках только одного человека, иначе Таро будет врать, он не скажет правду. Понимаете? Великие гадалки. Даже это элементарные вещи не знать. А, да, у него еще другие достижения есть. Он скопировал с компьютера, через принтер пропустил глифы и сказал, вот еще у меня такое достижение. Это великое, конечно, достижение. И вот если бы сейчас принтер мой привести сюда, с компьютера просто распечатать картину Айвазовского, показать вам, какое у меня достижение, как я прекрасно изобразила море, вообще охренеете все от счастья. Это вообще позорище. Вот это вот лучше бы он это не показал. Писуй номер 2. Сейчас маски будет рисовать на себе, сейчас глифы, сейчас гиперборейские глифы рисовать будет. Одна, одна дура тоже кое-что сделала, ждет моей реакции. Да мне смешно. Ты несчастная алкашка. Кому-то интересно, чтобы я о тебе снимала или говорила. Я посмотрю, чего ты достигнешь. Вот не надо спасать тварей. Спасла, вытащила с того света, и мразь начала мне гадить. Не надо было спасать ее, не надо, реально. Надо было оставить, чтобы ее муж ее прибил. Ну, прибьет, конечно, однажды. Сидит бабкам жопу вытирает и ролики снимает о великих этих, как деньги заработать. И назло мне делает вещи, чтобы я заметила. Неужели ты думаешь, что ты мне интересна? Привлекаешь мое внимание, да я плевала на тебя. Ты никогда мной не станешь. Ты как вытирала жопы старикам, так и будешь делать всю свою жизнь. Поэтому пей на здоровье, пока есть силы. И ходи в синяках, несчастное существо. Как и вот этот товарищ. Значит, очень великое достижение через принтер распечатать глифы и показать народу. Вот мое достижение. Блин. Хорошо, что Мона Лизу не показал вообще. Была бы красота. Это называется скрытая форма шизофрении. А еще называется мания. Шизофреническая мания. Мания такая, понимаете? Когда человеку кажется, что это правда. И он рисует свой мир и верит в этот мир. И этим живет. И злится, что ему другие не верят. Ой, это болезнь. Ну ладно, слишком долго мы тут разговариваем про этих червей. Вот. Итак, пойдемте далее, дорогие друзья. Значит, дело в том, что мне из города Бурса отправили вот эту чистку. Это чистка на тюркском языке, но наречие немного другое. То есть там различные наречия. Вот это как бы наречие именно жителей города Бурса. Мне отправила Перихан. Это чистка ее бабушки. Звали ее Лейли. Лейли Ханум. Вообще Кадын или Ханум. Кадын, что или Хатун, что означает женщина, да, дама, госпожа. Ну и Ханум точно так же значение имеет. Так вот,
Перихан из рода Мирзаоглу. Это княжеский род, это род военачальников. Когда-то они были командирами, то есть когда-то были, управляли войском. Но потом, со временем, после революции, которая произошла в Турции, в том числе, пришли к власти младотурки, потом после них пришел к власти Мустафа Кемаль и так далее. Их разорили, их имущество отобрали. В любом случае титул и история, и название, то есть их рода осталось, Мирза-Углу. Так вот, Лейли, она была знахаркой, ведьмой. Ну, не могу точно сказать, поскольку не знаю лично этого человека, но ее чистку мне передала ее внучка Перихан. И попросила, если я не против, показать народу, потому что эту чистку знает только в ее семье, и она доверила мне, потому что она не продолжила ее, ремесло бабушки своей, но в то же самое время еще обещала мне как-нибудь отправить еще работы. Так вот, дорогие друзья, если я буду читать с некоторыми ошибками, поймите, потому что это для меня иностранный язык в любом случае. А те, которые знают тюркский, естественно, они произносят правильно. Я попрошу под роликом не писать текст. Объясню почему. Не надо. Это сбивает с толку. Если хотите, можете в исправленном виде мне написать, для того, чтобы мы более грамотно. Ну, здесь, в принципе, правильно. Я более-менее понимаю тюркский. Могу сказать, что правильно. Но может быть одна буква сюда, другая туда. Итак, нужно зажечь траву. Трава может быть, например, я использую таежную траву в этом ритуале. Это смесь различная трава. Здесь есть и элементы, клена, есть и просто таежные травы. В принципе, здесь можно использовать любую траву, кроме темных трав, я их так называю, которые используются в более сильных работах. Ромашку, календула, полынь не стоит. Можно малину, листья малины и прочее. Здесь подходит любая трава. Это для очистки пространства. И после отлив воском. Значит, вода. В эту воду надо 3 раза поплевывать, но не так прям харкаться, а вот так. И поставить для того, чтобы своя энергетика ушла туда. Потом, как обычно, лучше всего катать воск. Вот эта техника катания воска, она присутствует у многих народов. Свечей у вас должно быть ровно 22. Как она мне объяснила, бабушка ее делала свечи сама из воска. Но вы можете взять обычный воск, восковые свечи, хоть церковные, разницы никакой, они не обладают никакой силой. 22 свечи. Я здесь только 3 взяла, потому что я даже не знаю, что 3 буду я использовать или нет. Эта отливка воском очищает, во-первых, убирает недомогание, может вылечить спину, может убрать головные боли, может убрать простуду. Если вы плохо себя чувствуете, после этой чистки вы вполне придете в себя. Это, казалось бы, простая чистка, много чего здесь не нужно, но она очень сильная. И становится легче, уходят страхи, лучше начинаешь спать, улучшается пищеварение и прочее, прочее. Это оздоравливающая отливка воском, одним словом могу сказать. Но его надо повторять часто, потому что она всего лишь для оздоровления организма, для чистки с глаза, там, может быть, какие-то препятствия в жизни, убирание этих препятствий и прочее. Вообще все работы, они сильные, все. Просто есть работа, которая для человека особенно сильно действует, да, а есть работа, которая, так, средненько. Но они все, естественно, они все направлены на то, чтобы исправлять вашу судьбу, улучшать ваше состояние и прочее, и прочее. Итак, значит, берете свечу после того, как
покатали так по себе, по коже. Начинайте капать воду. Если она гаснет, это значит на вас сглаз, значит зависть. Пожалуйста. Но в любом случае вам лучше, да, можете зажигать несколько раз. В процессе может потухнуть, может шипеть свеча, может чернеть свеча. Смотря насколько сильное воздействие у вас. Она очищает полностью энергетически вот эту вот верхнюю часть, верхний слой от грязи. По воску ничего смотреть не нужно, угадывать не нужно. Там вам этот воск ничего не скажет. После того, как вы очистили себя, начитали, закрывайте этот воск, то есть закрывайте эту баночку. Относите, можно зарыть, можно оставить возле реки, возле болота, можно оставить под деревом и оставлять 3 куска сахара. Или любой сладости, ну, конфеты можно в крайнем случае. Это дом леса, природы. Говорите, откупаюсь и уходить. То есть горечь оставили, отдали им сладость, как бы откуп и ушли. Итак, начинаем. Это старинная чистка, чтобы вы знали, поэтому она, естественно, сильная. Kötülük dışarı gel. Kanımdan, kemikten, kayıpten, karaciğerden, derhal, bacaklardan, damarlardan, vücut dışı. Git mumdan ateşin içine. Yanmak, yanmak, yanmak. Dönüşmek toza. Cadilek git. Bu konuda kim gönderdiysen. Аминь, аминь, аминь. Пока по слогам читаю, чтобы вам было понятно. Ну, подождете текста. Некоторые слова напоминают армянский. То ли они у армян взяли, то ли армяне у них. Но скорее они взяли. Почему? Потому что все-таки они пришли на землю туда. И взяли у греков, у армян много слов. Но в то же самое время и в армянском языке очень много элементов тюркского языка. И объясняла почему. Потому что было время, когда в Османской империи принуждали говорить на тюркском языке. Такой момент отуречивания присутствовал. Поэтому очень часто многие слова знакомые, понимаете? Может, окончание немножко другое, но в любом случае они знакомы. Еще раз. Kötülük dışarı gel. Kendimden, kemikten, kayıpten, karaciğerden, derhal, bacaklardan, damarlardan, vücut dışı. Git mumdan ateşin içine. Yanmak, yanmak, yanmak. Düşünmek toza. Dönüşmek toza, извиняюсь. Cadilik git. Bu konuda kim gönderdiysen. Аминь, аминь, аминь. Еще раз почитаю и постараюсь по слогам, чтобы было понятно. Читать 22 раза. Kötülük dışarı gel. Kendimden, kemikten, kayıpten, karaciğerden, derhal, bacaklardan, damarlardan, vücut dışı. Git mumdan ateşin içine. Yanmak, yanmak, yanmak. Dönüşmek toza. Cadilik git. Bu konuda kim gönderdiysen. Аминь, аминь, аминь. Еще раз извиняюсь за, может быть, неправильное произношение.
Но мы исправим. Давайте покапаю это. Еще один возьму, одну свечу. Вообще нужно один раз читать и капать свечу. Потом еще один раз читать и капать. Так 24 раза. Когда вы будете читать, у вас будет охладевать руки, ноги. Резко станет легко, как будто из спины что-то уходит. Я, например, это читаю, когда у меня начинается, ну, например, какие-нибудь простуда, может, усталость, там, бессилие. Резко становится хорошо, как будто кофе выпила. Хотя у меня бывают иногда проблемы с мигренью. Правда, сейчас с мигренью практически исчезли, поскольку здесь очень хороший воздух. Кстати, мигрень называют болезнь гениев. Мигрень у людей мыслящих. Люди, которые много думают, умственное напряжение, она поднимает внутричерепное давление. Мигрени были и у всех очень известных личностей мира. У Юлия Цезаря, у Македонского и прочее, прочее. Так что мигрень – это, как правило, от очень сильного напряжения и работы. Но вот даже мигрень снимается, такими чистками снимается 12 лихоманок и вот это вот и так далее. Пойдемте далее. Kötülük dışarı gel. Kendimden kemikten, kayıpten, karaciğerden, derhal, bacaklardan, damarlardan, vücut dışı. Git mumdan ateşin içine. Yanmak, yanmak, yanmak. Dönüşmek toza. Cadilik git. Bu konuda kim gönderdiysen. Аминь, аминь, аминь. Вот, прочитала практически без ошибок. И капаете. Сказали и покапали. Можете потоньше взять, это более толстые свечи. Давайте посмотрим. О, чернота есть не сильно, конечно, но присутствует. Ну, еще бы. Еще бы. Чем я хуже других, чтобы мне не завидовать. Люди, которые облаивают тебя, они даже не замечают, что это все из-за их зависти. Если их спросить, они скажут, да нет, еще не хватало. Но на самом деле причина именно зависть, дорогие друзья. Не знаю, кто эта красивая женщина, я просто взяла красивый аватар. Это не Лейли. Итак, продолжаем. Kötülük dışarı gel. Kendimden, kemikten, kayıpten, karaciğerden, derhal, bacaklardan, damarlardan, vücut dışı. Git mumdan ateşin içine. Yamak, yamak, yamak. Dönüşmek toza. Cadilak git bu konuda kim gönderdiysen. Аминь, аминь, аминь. И последний раз прочитаем. Kötülük dışarı gel. Kendimden, kemikten, kayıpten, karaciğerden, derhal, bacaklardan, damarlardan, vücut dışı. Git mumdan ateşin içine. Yanmak, yanmak, yanmak. Dönüşmek toza. Cadilik git. Bu konuda kim gönderdi-san. Аминь, аминь, аминь. Покапаем. Итак, напоминаю, 22 свечи, трава, любая,
кроме полынь, кроме зверобоя и так далее, кроме могильника, такие травы не стоит использовать, они больше в темных делах. 22 свечи, каждый раз читать, капая свечу. То есть сначала протирать воском, так вот, чтобы воск пропитался вашей энергией. Потом в воду капать, 22 свечи, каждый раз читая этот заговор. После того, как вот вы все прочитали, значит, берете. Причем здесь чувствовать силу? Силу никто не чувствует здесь. Просто берут и делают, и у них получается. Если им рекомендует человек, который знает это все. Закрываете, оставляйте возле водоема, возле моря можно, возле реки, где болото, в лесу. Дома не надо, из дома носите. Ни в огороде, нигде нельзя. Ну, в таком безлюдном месте. Даже если найдут, ничего страшного в этом нет. Вы оставили, ушли. Это никому не переходит, ничего нету тут такого. Это ж не перекид. Вот так поставили, значит, возле дерева. Оставляйте 3 куска сахара. Ну, в крайнем случае можно 3 конфеты, сладости. Разверните конфеты и положите рядом. Говорите, откупаюсь и уходите. И желательно в это место долгое время не ходить. Вам резко станет легче. Это отлив воском от болезни, от недуга, от усталости, страхов и так далее, и так далее. Резко снимает вот это состояние. Становится легче. Поблагодарим душу Лейли Ханум и ее внучку Перихан, которая нам передала. Спасибо, как я обещала, я показываю. Я дарю народу то, что вы мне доверили. И их семье, которая хранила эту тайну. Секунду, даже забыла фамилию. Вот переписала специально. Да, Мирза-Оглу, чтобы правильно сказать. Всем удачи, всех благ.